Всем привет! Сегодня я буду пересаживать колиусы. Они у меня уже немножко подросли. Уже появляется вторая пара листьев, появляется окрас. Я вижу, что им некомфортно, и поэтому решила пересадить. Схожесть, наверное, процентов на 80. Есть пустые луночки, есть совсем маленькие растения, есть растения побольше. Сегодня я их распекирую в отдельные емкости и пролью удобрением. Удобрение, которое я буду использовать после пикировки, универсальное. В нем в равных пропорциях азот, фосфор и калий по 30. И это самое оптимальное удобрение после пикировки. С ходом колиуса чуть больше месяца. 2 февраля я их посеяла. 4 февраля появились всходы. Сегодня 10 марта, и им чуть больше месяца. Итак, начнем. Грунт у меня свой. 3 части садовой земли, 1 часть песка, 1 часть торфа для рыхлости. И прежде этот грунт был обработан фитоспорином. Пикировать я буду вот в такие рюмочки, пока им хватит объема этих рюмочек. Делаю дренажное отверстие. Набираю грунт. Вытягиваю острым предметом растения с комочком земли. Смотрите, какие уже большие корни. Конечно, ему будет очень некомфортно в таких кассетах, поэтому необходимо пересадить в большие емкости. Грунта лучше набрать до половины рюмочки. Ставим стаканчик и присыпаем землей, придерживая руками растенице, присыпаем грунтом. Заглубляем до семядольных листиков. Утрамбовывать не нужно. Просто так постучали, грунт немножко утрамбовался сам. Опять набираем грунт, вытягиваем растенице, придерживаем, пальчиками придерживаем и просыпаем вокруг цветочка грунт. Если растение слабенькое, помощь идет зубочистка. Придерживаем, подняли зубочисткой, придержали пальцами и вокруг просыпали грунтом. Зубочистка — это универсальное средство при пикировке любых растений. Совсем такие маленькие я тоже буду пересаживать. Корешки у них уже есть, и корешки хорошие. Вот такой малюсенький получился, но сейчас у него пойдет активный рост, будет нарастать зеленая масса и будут больше образовываться корешки. Не знаю, какие сорта у меня здесь колиусов. Это была смесь семян, но вижу только 2. Вот чисто зеленый, и уже идет окрас листьев. Тут уже красненькие листики, а это чисто зеленый. Не знаю, как себя покажут дальше эти растения. Будем смотреть. Вот в этой кассете было 2 растения. И смотрите, как вытянулось растение. Оно уже очень большое, поэтому срочно нужна пересадка. Для этого растения я делаю углубление, так как оно вытянулось. И буду высаживать немножко поглубже. Если в кассете было 1 растение, оно развивалось хорошо. 2 растения, уже им очень мало места, очень мало питания.
И поэтому растения, которые по 2 в кассете, вытянулись. Вот я заглубила его до семядольных листочков, но оно все равно сильно потянуто. При пикировке растения не вдавливайте в грунт, просто присыпайте вокруг растения до семядольных листочков грунт. Когда прольете водичкой или удобрением, грунт сам спрессуется возле растения. Вот у меня 2 растения выросли вместе, и их нужно будет аккуратненько разделить. Вот такие они манюсенькие получились, но я их тоже буду пересаживать. Пересадила я все колиусы. Пересадила и большие, которые выпускают уже по 2 паре листочков. И пересадила совсем маленькие, чтобы им было комфортнее приживаться, развиваться, потому что в кассетах им было не очень комфортно. И сейчас я пролью удобрением, о котором вам говорила, в равных пропорциях фосфор, азот и калий. Фосфор нужен для развития корневой системы, азот для нарастания вегетативной массы, калий для передвижения питательных веществ растений, а также помогает развиваться корням. Для каждого удобрения у меня своя емкость. И на 2-й день можно немножко подпушить грунт зубочисткой, чтобы не образовывалась корочка. Ставим колиусы под фитолампу. Это у меня бальзамины. Они уже выпускают по 3-й паре листочков. Вот такие хорошенькие. Я их проливаю через раз по мере просыхания почвы. 1 раз минеральным удобрением, 1 раз органическим, но в половинной дозе. Это лобелейка. Я ее тоже уже пересадила, перепикировала. Ей было некомфортно в тех емкостях, в которые я ее пересаживала. Вот так выглядит моя тепличка с фитолампой. Будем надеяться, что пересадка прошла успешно. Колиусам будет комфортно, и они будут хорошо развиваться. Хочу показать вам крокусы. Это мне подарок к 8 марта. Как только отцветут, буду пересаживать клубеньки в грунт. Следующей весной они у меня будут уже развиваться в почве. Белые, очень такие нежные, красивые. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пусть у вас все получается. Пусть у вас росточки, цветочки растут, радуют вас. Всем пока!